День 1552. Алекс на связи. Сегодня проверял количество значений, записанных в базе по системе умного дома. На текущий момент их уже 33 миллиона. Это, конечно, очень много. За это время у меня записывались датчики абсолютно разные, записывались разные значения. Некоторые датчики у меня пишут значения раз в минуту, некоторые даже чаще. При сохранении в базу я также делаю расчет потребленной энергии. Если датчик может потреблять энергию, то у меня сделана формула, которая определяет период изменения датчика. Я указываю, какое потребление этого датчика в час. И таким образом он у меня постоянно еще и записывает значение потребленной энергии за этот период. При этом я потом могу построить графики, посмотреть, сколько было потребления энергии этим датчиком или этим устройством, точнее, за весь период использования, по дням, по минутам, по секундам, в часах, по месяцам, что, в принципе, достаточно удобно. Польза от записи в базу, конечно, достаточно большая, потому что, во-первых, лучше начинать записывать значения до того, как делаются какие-то автоматизации, чтобы можно было потом сравнить отличия от того, как, допустим, используют это просто люди и как это работает автоматически. Например, недавний анализ показал, что после автоматизации света на кухне он стал работать, включаться и выключаться гораздо чаще. Особенно у меня там используется 3 светильника, расположенных на потолке. И один из них, центральный, он гораздо чаще включается, чем это он делал раньше. Но само потребление энергии, оно упало примерно в 2 раза. В настоящее время светодиодные светильники очень экономичны. И, конечно, эта разница небольшая. То есть, на самом деле, это всего 500 Вт в месяц. Поэтому очень часто говорят, что в принципе свет можно вообще не выключать. Но это, конечно, неудобно. Неудобно для того, чтобы спать. И в принципе, когда находишься в комнате, тоже хочется иногда, чтобы свет был более приглушенным. Для этого можно использовать диммеры. Я просто включаю или выключаю свет. Больше всего значений идет у меня от видеокамер. Я в какой-то момент времени обнаружил, что сам размер сохраненного кадра, я сохраняю кадр с камеры каждые 1 минуту, и саму картинку тоже сохраняю. У меня есть несколько камер, и с каждой камеры идет запись значений в базу. В базу записывается размер картинки в байтах. То есть, по сути, она сохраняется в JPEG, и после этого я проверяю размер файла для маленькой картинки. И если камера поддерживает несколько потоков, то и для большой картинки. По наблюдению видно, что ночью камеры гораздо сильнее сжимают картинку в JPEG, а при ярком свете детализация выше и, соответственно, размер файла больше. Таким образом, по размеру картинки можно легко определить яркость в комнате. Я это использую для управления яркостью дашбордов, которые показывают значения датчиков. По этому значению видно, как меняется освещенность в комнате, когда наступает утро, день, вечер, когда в комнате присутствуют люди, когда открываются шторы. И по значению этих параметров можно планировать какие-то новые автоматизации. Запись с камер я произвожу каждую минуту, и в целом получается за месяц очень большой поток. Поэтому я рассматриваю вариант о снижении количества записей. Но опять же, эта информация, во-первых, нужна оперативно, и у меня записывается каждую минуту для того, чтобы я мог выполнять определенные сценарии. Но при этом нужно, чтобы в базе сохранялись значения с какой-то более редкой периодичностью, например, раз в 5 минут. Это, в принципе, достаточно будет для того, чтобы сделать какой-то анализ, но сильно уменьшить размер базы. Также из параметров, которые очень много сохраняют значений в базу, это потребление энергии. У меня настроен счетчик электроэнергии самодельный, и он отправляет значение раз в минуту, либо при существенном изменении значения. Например, когда включается обогреватель, чайник, плита или еще какие-то приборы, которые
очень много потребляют энергии. Но, например, есть приборы, которые постоянно изменяют потребление энергии, например, стиральная машина, и она начинает при своей работе очень сильно и часто менять значение потребления энергии, и датчик начинает сохранять очень много значений в базу. Поэтому я на нем ограничил минимальное время, это 10 секунд. Таким образом, конечно, я тоже снижаю запись, и даже в среднем, если посмотреть, то получается где-то 1 раз в минуту. То есть в периоды работы каких-то устройств или днем это чаще может быть, но если изменений немного, то значения меняются не очень часто, и в среднем получается, как я уже сказал, 1 раз в минуту. Еще я записываю в базу значения самого сервера умного дома. Много раз я сталкивался с ситуацией, когда он зависал по непонятной причине. И, конечно, очень удобно отслеживать изменения всех параметров. Это как оперативная память, это параметры места на диске, это параметры температуры и загрузки процессора. У меня используется 2 сервера. Один именно как сервер умного дома, другой вспомогательный. На нем сделан медиаплеер, который у меня в качестве системы мультирум работает. Я ранее записывал тоже раз в минуту значение, но сейчас сервер умного дома записываю раз в 5 минут. Также планирую переделать и на сервере мультимедиа. В целом не могу сказать, что 32 миллиона или 33 миллиона записей это очень много. Сама база работает очень хорошо. Она у меня на внешнем хостинге находится, и на этом хостинге я также сделал сайт, через который я могу смотреть эти данные. Я использую графики Google Chart, и с помощью их я строю необходимые себе дашборды, которые показывают и среднее значение параметров в определенные моменты, то есть, допустим, по дням. И также я могу посмотреть максимальные, минимальные значения. Могу также посмотреть количество записей, сделанных за период, и потребление энергии, которое у меня тоже рассчитывается. У меня может вывести за весь период работы системы умного дома значение по дням для датчика. И это получается, в принципе, достаточно быстро. Причем у меня сделано так, что я могу выводить и 1 график, а могу выводить сразу 4 графика, причем с разной конфигурацией. Конечно, дизайн этих графиков не очень симпатичный, не очень современный, но я сделал дополнительные кнопки для удобства, чтобы можно было переключать параметры оперативно. И это сильно облегчило работу, и можно спокойно анализировать большие объемы данных по параметрам. Недавно я добавил еще дополнительную функцию. Она позволяет строить дельты по месяцам и показывать, например, потребление воды или электроэнергии. Сами графики у меня могут строить как линейные, так и в виде баров, что в принципе иногда бывает удобно, и могу оперативно переключаться в режимах и анализировать по-разному. Сегодня я сделал выгрузку из базы о количестве значений, записанных по каждому сенсору. Планирую проанализировать и дальше настроить запись в базу с определенными интервалами, чтобы, конечно, существенно снизить. За последние 6 месяцев у меня почти в 2 или в 3 раза увеличился объем записываемых данных. Это, конечно, удобно и полезно, и при автоматизациях я уже явно вижу, как меняется и поведение, и потребление. Например, если я вижу, что счетчик воды у меня постоянно резко увеличивается, то я могу понять, кто пользуется водой, в какое время, и, конечно, там решить, как эту проблему обойти. Может быть, объяснить, что не надо тратить много воды или еще как-то. Также, если где-то я вижу, что постоянно включен свет, и у меня все еще там нет автоматизации, я могу заняться и сделать автоматизацию управления светом в этой комнате.